Оккупанты захватывают серую зону уже и на юге Украины. Беларусь единственная, кто выстоял, и мобилизация в Украине. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Мобилизация по новым правилам. Вступает в силу изменения в законодательстве. Что делать тем, кто покинул Украину? Насколько я понял, необходимо будет предоставить свои персональные данные. Перемирия во время Олимпиады не будет, говорит президент Зеленський, а оккупанти займають серую зону. Що таке ініціатива? Вони накопичили набагато більше ресурсу, поки для нас допомога об'ємно була заблокована. Американские «Звездные войны», как Пентагон собирается воевать в космосе. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии. И не забывайте подписываться на наши каналы, это очень важно. Также есть кнопочка «Супер спасибо», она недалеко, ее очень просто найти и очень просто нас поддержать. Поехали. Оккупанты захватили Работино. Об этом пишут российские телеграм-каналы и корреспондент издания «Бильд» Юлиан Рёбке в соцсети X, бывший Твиттер. На картах сервиса Deep State Работино находится в серой зоне. Получается, что как и в Харьковской, так и в Запорожской области россияне просто занимают серую зону, вероятно, пытаясь все представить как свои невероятные успехи. Хотя, как в случае с Харьковщиной, где они якобы не собираются развивать свое наступление, передвижение и захват серой зоны на юге может выглядеть как растягивание сил. Вони не просунулись далеко вглиб території України. Це все прикордонні території. Тобто це все там кілометр, 5, 10, максимум 10 кілометрів. Це вони зайшли вглиб території. Чому? Тому що, знову ж таки, абсолютно зрозуміло, що побудувати залізобетонну фортифікацію на кордоні, де стоїть артилерія Росії, безпосередньо на кордоні, на державному кордоні, неможливо. І тому вони, безумовно, трохи просунулись по нашій території, але вже зустріли там максимально ефективний спротив і контрнаступальні дії поступово, я думаю, будуть все ж таки пояснювати Росії, чому вони мають максимально платити ціну за те, що знаходяться на території України. Тобто бої активні, але ще раз, більші бої, набагато більшої інтенсивності йдуть знову ж таки на Донецькому, там Часів Яр, Покровський і так далі і тому подібне. І безумовно є ще певні, якщо ми перейдемо не тільки північ Харківщина, а й Сумщина, вони там також використовують так звані ДРГ, диверсійні скоріше групи, а не розвідувальні, для того, щоб знову ж таки завдавати клопоту нашим оборонним спроможностям. Знову ж таки для того, щоб реалізувати свою ініціативу. Що таке ініціатива? Вони накопичили набагато більше ресурсу, поки для нас допомога об'ємно була заблокована. Президент Украины говорит о том, что россияне будут переходить в наступление как минимум несколькими волнами. И наступление в Харьковской области может быть первой волной, говорит Владимир Зеленский в интервью агентству «France Press». Они начали свою операцию, она может состоять из нескольких волн, и это их первая волна. Но после этой первой волны ситуация под контролем, говорит президент. Также он отмечает, что Украина находится в абсурдной ситуации из-за отношения Запада к войне, когда он одновременно опасается, что Россия проиграет войну и не хочет, чтобы Украина ее проиграла. Вместе с тем Зеленский отвергает предложение Макрона о перемирии на время Олимпиады, ведь за этим просто некому будет следить. Есть риск. Кто будет фиксировать, что во время прекращения огня их силы не подойдут к нам? Прекращение огня же не мешает техникой заехать поближе, а потом включить наступление. То есть я не понимаю деталей. Для меня пока это звучит как неживая история. Президент Франции предлагал перемирие на время Олимпиады, прекращение огня, не собирался даже обратиться за помощью к китайскому лидеру. С сегодняшнего дня вступают в силу новые правила мобилизации и воинского учета в Украине. Кто не успел обновить свои данные в ТЦК, теперь имеют для этого 60 дней. Но если раньше мы сообщали об очередях перед центрами комплектации, как минимум в Киеве, из желающих обновить свои данные, то теперь, когда обновить их можно даже в центрах предоставления административных услуг, ажиотажа перед ними нет. Предусмотрено для тех граждан, которые находятся в Украине, несколько форматов. Это непосредственно явиться в ТЦК, первый формат, второй формат – это через электронный кабинет, но просто доступ и пока функционал неизвестен. И третий формат – это с помощью центров предоставления административных послуг. Украинскую мову – ЦНАПы. Что касается граждан, которые находятся за границей, они также могут зарегистрировать электронный кабинет, либо могут отправить по электронной почте на адреса соответствующих центров комплектации
в которых они находятся на учете, персональную информацию. Единственное, что вот только сегодня появились постановления Кабинета министров, какая информация должна быть направлена. Ну и в соответствии с этими постановлениями, насколько я понял, необходимо будет предоставить свои персональные данные, адрес электронной почты, телефон и адрес, почтовый адрес, по которому можно человека уведомить. Пока, в принципе, на этом все. Для обеспечения электронного учета Министерство обороны Украины запустило приложение «Резерв Плюс», которое, по идее, должно коммуницировать с реестрами и обеспечить работу электронного кабинета. Но с самого утра жалоб на работу этого приложения в сети можно встретить очень много. Как кроме электронного формата не нарушить закон и может ли повестка считаться врученной, даже когда адресат об этом не знает, мы спросили у украинского юриста Ростислава Кравца. А что касается граждан, которые сейчас находятся за границей и хотели бы им воспользоваться, ну, пока воспользоваться они не могут. И, как я уже говорил, обновить данные они могут, отправив свою персональную информацию на электронные адреса центров комплектации. Я думаю, что в ближайшее время, во-первых, эти электронные адреса появятся в открытом доступе, чтобы люди не искали и могли это сделать, спокойно направив свою персональную информацию. Либо через электронный кабинет, опять же, электронный кабинет на сегодняшний момент, насколько мне известно, может, я что-то и пропустил, но функционал еще не запущен. Устно вызвать не смогут. То есть должны будут в любом случае направить соответствующую информацию, соответствующую повестку на те адреса, которые были указаны лицом при обновлении своих военно-учетных данных. Могут направлять за границей, опять же, если есть адрес электронной почты, то могут направлять на адрес электронной почты. Если адреса электронной почты нет, будут направлять на те адреса соответствующей корреспонденции, которая на сегодняшний момент существует. Почта же работает все-таки. Обычная, я имею в виду, почта. Но Министерство обороны отчиталось, что уже 150 тысяч украинцев обновили свои данные в приложении. Но ведь приложение как минимум недоступно, если устройство, с которого ты пытаешься авторизоваться, не в Украине и предлагает зайти через украинский банк. Вопрос в том, что действительно законодательство может изменяться под реалии того, что происходит. Что будет через год, полгода, через месяц, через неделю, тяжело сказать, тяжело предугадать, каким образом будет использоваться это приложение. При этом в соответствии с законом есть еще одно украинское приложение «Диев», которое якобы в дальнейшем может быть подтянуты военно-учетные документы. Хотя разработчики приложения «Диев» говорят, что в законе предусмотрено, но они из средств массовой информации заявляли, что в ближайшее время они еще не разрабатывали этот функционал. Но оно все постепенно развивается. Поэтому само приложение действительно может быть в дальнейшем использовано как один из инструментов получения уведомлений о необходимости явиться в территориальный центр комплектации. В целом есть еще 60 дней для того, чтобы обновить свои данные, по крайней мере, всячески постараться выполнить требования действующего законодательства. Касательно штрафов, здесь отдельная история, потому что недавно был принят законопроект, президентом вчера он был подписан и направлен обратно в Верховный Совет для рассылки. Сам законопроект, на мой взгляд, в себе содержит соответствующие нормы, которые двояко могут трактовать в принципе право на взыскание штрафа. Потому что в примечании к статье 210, это две статьи 210 и 210 со значком 1 Кодекса Украины про административные правонарушения, прямо указано, что применение норм этих статей возможно в случае, если держатель реестра, в данном случае Министерство обороны, не имеет доступа к другим информационным ресурсам. Оно имеет доступ, поэтому если мы берем исключительно юридический аспект данной ситуации, то в принципе штрафы выписываться не могут. Взрыв в одном из зданий военной академии связи имени Буденова на Тихорецком проспекте в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали 8 человек, скорее всего случился от взрыва учебного боеприпаса, а не от попадания беспилотника, как говорили ранее. В Ленинградском военном округе заявили, что 76-миллиметровый боеприпас времен Великой Отечественной войны взорвался не с террористическим умыслом. Новая версия событий 2020 года в Беларуси. Теперь от российских и белорусских пропагандистов. Героическая версия, можно сказать.
Понимаете, что вы единственный, кто выстоял? Конечно. Вообще вот, ну, А то мы есть- этим то есть гордимся. Просто, да. Да. Вот то, что я вижу, более того, ведь, Ну, не единственное, вы тоже выстояли. ну, смотрите, я имею в виду, кроме России. Конечно. Смотрите, вот если посмотреть, ну, хотя, смотрите, с такими нападками только вы. Потому что ведь что знает обыватель? Вот, я не знаю, в Республике Беларусь побольше, безусловно, а в России, к сожалению, не все знают. Ведь был не только 2020 год. Я насчитала 13 попыток государственных переворотов, когда выводили на улицу. Ведь то, что сделал ваш президент, Александр Григорьевич, то, что сделало ваше общество, которое дало отпор, невероятно. Это вот эти корни вашей партизанской Белой Руси. Ну а «Радио Свобода» — это ЦРУшный проект 1954 года. Чтобы напомнить, как на самом деле все было, только небольшой фрагмент видео о том, как оказывалась медицинская помощь задержанным на митингах. У меня на тот момент в ноге находилась страйкбольная пуля. Я говорю медсестричке о том, что вот у меня такая небольшая проблема с ногой. Она начинает кричать о том, что все, меня надо увозить в больничку, делать мне там операцию, доставать эту пулю. На что я быстро получил ответ, что я контрольный. Те, кто находится в окрестно под статусом контрольный, они в принципе практически не получают никакой медицинской помощи. Стараясь подменить историю и смыслы, иногда российские и белорусские пропагандисты играют с памятью людей, но это всегда имеет обратный эффект. Пентагон пытается расширить свое космическое присутствие в скором порядке, потому что считает, что возможности Китая и России там предоставляют угрозу для американских спутников. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс». Подробные планы остаются засекреченными, но чиновники Пентагона сообщили журналистам издания, что подобная инициатива может изменить подход к военным операциям в целом, если США рассматривают космос как поле битвы. Поэтому Министерство обороны Штатов закупает вооружение и технологии наземного и космического базирования уже нового поколения. Стихийные массовые беспорядки начались в Бишкеке после того, как местные жители подрались с иностранцами. Люди стали собираться возле хостела, где живут иностранцы, видимо, с целью отомстить. В результате межэтнического конфликта в Кыргызстане пострадали 30 человек. Полиции только к утру удалось утихомирить всех, уговорить местных жителей успокоиться. Наши граждане и братья также сталкиваются с неприятными ситуациями за рубежом. Прежде чем относиться к тем, кто приехал работать к нам предвзято, давайте учтем, что наши мигранты также чувствуют себя дискомфортно на чужбине и могут подвергаться нападкам и оскорблениям. Задержаны несколько человек, один из них является гражданином Египта. Я хочу напомнить, что мы существуем только благодаря вашей поддержке и благодаря вашему спонсорству, вашим донатам и тому, что вы нажимаете кнопочку «Супер спасибо», мы и можем снимать новые видео, и вы можете ставить на них лайки, оставлять комментарии и смотреть проверенную и достоверную информацию. Спасибо вам за то, что вы делаете, не останавливайтесь на достигнутом и не прекращайте ставить нам лайки, подписываться на канал, если вы еще этого не сделали, и оставлять свои комментарии, это правда очень важно. Ну а у меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.